Всем привет! С вами канал Собаки Лают, Караван Идет. Это Леша и Влада, это Джеки, Мира. Где-то там в машине наша кошка, у нее нет имени, к сожалению. И мы в Сан-Карлос-де-Барилочи. И в этом выпуске мы расскажем вам про этот удивительный город и про его окрестности. Будет очень много всего интересного. Мы покажем вам архитектуру города, расскажем про какие-то местные особенности. Ребята, стоит вам заварить чаек, а может быть налить что-то крепкого, хотя мы это не одобряем. Короче, поехали! Ну а начать мы хотим с дороги к Барилочи, а именно с дороги Семи озер. Мы совсем недавно вернулись из большого путешествия по Патагонии, в котором за 1,5 месяца мы проехали 8500 километров. И теперь можем смело заявить, что дорога Семи озер – это, пожалуй, красивейший участок руты 40 длиною в 100 с лишним километров. Дорога эта пролегает через 2 национальных парка – Ланин и Нуэль-Уапи. И как вы уже догадались по названию, на пути вы встречаете 7 озер. Поэтому мы настоятельно рекомендуем взять машину в аренду и прокатиться за рулем. И лучше заложите на это весь день, ведь останавливаться вам захочется буквально каждые 5 километров. Ну и наконец мы добрались до Сан-Карлос-де-Барилочи и, конечно же, отправились в самую туристическую часть города – центра Севику, в переводе к гражданскому центру. Выглядит, конечно, прикольно, стилизовано все под швейцарские домики, но по факту это новодел 1940 года постройки. И в комплексе расположены библиотека, музей, муниципалитет, полиция и выставочный зал. А еще тут есть памятник дважды президенту Аргентины Хулио Рока. Почему он в красной краске? Да все потому, что он истреблял коренное население Патагонии. И, кстати, памятник в Буэносе также развандален. Впрочем, это уже совсем другая история. В городе Сан-Карлос-де-Барилочи, конечно же, есть центральная улица, которая абсолютно ничем не отличается от центральной улицы любого другого города Аргентины. И тут есть 3 составляющие, так сказать, 3 кита. Первое – это попрошайки. Второе – это куча магазинов с товарами местного производства, в которых обычно никто ничего не покупает. И третье – то, что мы так сильно любим с детства. Cambio dólar. В городе какое-то неимоверное изобилие шоколадных магазинчиков. Они тут на каждом углу, и в каждом из них есть покупатели. Кстати, ассортимент шоколада в любом из магазинов практически ничем не отличается. Цвет, вкус, добавки – все схоже. Разница только в упаковке. В общем, в плане шоколада Барилочи – это маленькая Швейцария. Главное помнить, что много шоколада – это вредно. Хотя разве бывает много шоколада? Кстати, Барилочи напоминает не только Швейцарию и Германию, но и Сан-Франциско местами. Туристический центр – это почти всегда более-менее красиво, и мы решили немного отойти от наполненных людьми центральных улиц с многочисленными ресторанчиками и магазинами и просто прогуляться по городу, чтобы посмотреть, что тут и как устроено. В итоге, когда удаляешься на 5 минут от центра, видишь, что тут все не так красиво, как в Сан-Мартин-де-Лос-Андес. Нету единого стиля города, машины паркуются буквально вот везде, можно на газоне легко встретить машину. Ну и так, сам город староват и обшарпан. Город оставляет приятное впечатление, такой небольшой, тихий и уютный. И мы, не сговариваясь, сошлись на том, что настроение города чем-то напоминает о городах Золотого кольца России. Прям вот один в один. Но есть и минусы. Это отсутствие дизайн-кода города
Дома здесь абсолютно все разные. Какие-то низкие, какие-то высокие, какие-то выполнены в стиле европейском, какие-то просто напоминают панельки. И такая вот общая обшарпанность. Обшарпанность самих домов, обшарпанность тротуаров, по которым ходят люди. Приходится с коляской все время отпрыгивать, обходить бугорки, ямки. К сожалению, с автомобильными дорогами все тоже не совсем гладко. Ну или совсем не гладко. Дорога до Серра-Байя пролегает по грейдеру, но, в принципе, неплохо. Есть выбоины, но, в общем, ехать, в принципе, можно. Снега нету, но очень грязно. А потом, когда подъезжаете уже к парковке Серра-Байю, вам выдают вот такой вот талончик и платите 1000 песосов. Это сейчас, Влад, сколько примерно? Ну, это где-то сейчас $1,5 вот по нынешнему блю-курсу песо. Вот. Ну и парковка, в принципе, это просто такая укатанная земля, ничего особенного, как бы, в принципе, сказать больше, наверное, нечего. Внизу у комплекса есть отличное кафе, приятное, очень симпатичное. Нам кофе с медиалнус вышел $2, а суп стоит $4. Внизу курорта все сделано аккуратно, под ногами чисто, так как тут положили такую щебеночку. Все домики сделаны в один дизайн, они такого серо-синего цвета, кстати, как и логотип Серра-Байю. И выглядит, на самом деле, это очень прикольно. И, как я думаю, позаботилась об этом компания American Express. И также тут представлена компания Renault, стоит 2 пикапа Renault. Ну, в целом, вот пока первое впечатление довольно-таки прикольное, аккуратное, небольшое все. Со старта сразу видно два типа кабинок. Одна креселка довольно-таки старая, на ней вот как раз и есть эти значки Renault. И уже полноценные кабинки гондольного типа. С входной группой все понятно, и теперь пойдем возьмем ботинки в прокат, так как у нас нет своих, и посмотрим, что там вообще в рентале так называемом. Прокат более-менее нормальный. Взял ботинки себе. Шведские ботинки. Стоят они довольно-таки дорого по аргентинским меркам. 13 720 песо. Напоминаю, что сейчас 17 августа 2023 года. Курс где-то около 700 песо за 1 американский доллар. Итак, я купил подъемник, стоит он 15 500 на половину дня. Работать карточка начнет с часу дня. И что удивительно, карточка от сэра Чепелько, она подходит здесь, то есть ты даешь ее на кассе, тебе также ее намагничивают, и все, welcome, катайся. Самое приятное — это оставить жену с ребенком, а самому поехать покататься. Ну, Влада вот считает именно так, что самое приятное — это оставить ребенка на мать и поехать покататься. С этим сложно поспорить. Но для меня самое приятное в кафешке, которая находится у подножия горы, это то, что здесь среди книжек был найден Антон Павлович Чехов. И в этой книжке 2 повести, 2 пьесы. Это «Вишневый сад» и «Чайка». По поводу подъемников, все очень удобное и новое. И сейчас поднимаемся на самый верх.
Наверху вас ждет Эль Капричо, по-русски это шот-бар. И тут вот флаг Аргентины прикольный. И вообще ничего не видно, короче, очень сильный ветер. И снега, наверное, как на Красной Поляне, типа в мае или в апреле. Вот примерно такое состояние снега. Наверху, как обычно, мемориальная табличка. Ребят, я вот прошу всех, кто сейчас это смотрит или будет смотреть, обязательно катайтесь аккуратней. На самом деле, всегда можно вернуться на гору и прокатиться еще раз. Не переоценивайте свои возможности. Просто, короче, кайфуйте, просто катайтесь ради кайфа, потому что именно ради удовольствия это дело все основывалось. Только ради этого. Ну, по факту трасс не так много. Как я понял, всего одна большая трасса. И есть вот такая местечковая фрирайдовая трасса. Сейчас напоминаю, что 17 августа 2023 года и уже в Аргентине конец сезона. И вот, ребят, кто местные, пожалуйста, напишите в комментариях, вот в середине сезона у вас также снега немного, или на самом деле тут много снега и можно офигенно кататься. Просто вот тут, когда съезжаешь с основной канатки, всем приходится подниматься. Поднимаюсь вручную, как бы, ну, ножками. Не только я, но еще и лыжники тоже это делают. Ну и куда же без нашего самого любимого в каталке — очереди. Они тут есть и точка. На момент записи этого видео, это 17 августа 2023 года, снега на Серра-Байо, ну, совсем мало. То есть, в принципе, ты когда трогаешь снег, ты можешь реально докоснуться до земли. И, ну, тут красиво, прикольно, но это нифига не Шерегеш, нифига не Красная Поляна. В один из дней нам просто захотелось прогуляться, отдохнуть, насладиться природой окрестностей Барелочи. И мы отправились в муниципальный парк Лао-Лао, или, как называют его местные, Шао-Шао. Или Джао-Джао все-таки. Тут, как говорят у нас в России, без бутылки не разберешься. Это, конечно же, ваша любимая рубрика «Шуточки за 300». А на самом деле просто полюбуйтесь этой красотой. Что тут есть в этом парке Ляо-Ляо, спросите вы? Тут есть парковка с охранником, абсолютно бесплатно. Есть кофейная палаточка со всякими няшками, печенюшками. И также оборудованы туалеты. Некая такая тропа в парке сделана, и мы даже пытаемся как-то пробраться с коляской по ней. Но нету ни щебеночки никакой, никакого покрытия, и идешь как бы в грязи немного. Для воскресенья народа, в принципе, не так много, но тут еще как фактор отсутствия большого количества людей, я думаю, вмешалась погода. Но в целом довольно-таки приятный такой лесочек, очень зелено и прикольно. Мне очень нравится, потому что сейчас мы попали в пасмурную погоду.
И от этого лес такой яркий-яркий. Хотя зима, но при этом такое чувство, что ты в каких-то тропиках летних. Спустя 15-20 минут хода по парку начинаются такие вот ответвления. Первое ответвление — это лес Сараян. Иногда тропинка становилась настолько убитой, что приходилось прямо-таки нести коляску на руках. В целом парк реально очень крутой, очень приятное впечатление от себя оставляет, потому что Патагония — это в первую очередь природа. И вот тут в парке ты это чувствуешь. Идешь, над тобой летают соколы, поют всякие птицы разные. И просто вокруг тебя деревья, которые видели уже несколько поколений человек. Им, наверное, этим деревьям по 200, по 300 лет. В общем, реально очень круто. Свежий воздух. Просто вот супер. Единственное, конечно, с колясками переборщили. Лучше брать переноску и идти с ребенком в переноске. Резюмируя, хочется сказать, что прогулка по парку — это, наверное, один из самых лучших способов восстановления после лыж и после сноуборда. Идешь себе, гуляешь вдоль озера, дышишь свежим воздухом, кайфуешь от природы. Что еще нужно? Ну а на обратном пути мы заскочили на смотровую, коих в этих местах просто предостаточно. В принципе, ради одной только вот такой смотровой можно посетить это место. Просто захватывает дух. Также недалеко от Барелочи находится так называемая колония Суизо, или по-простому швейцарская деревушка. Что тут есть? Ну, тут задекорированы домики под стиль Швейцарии, как понятно по названию. Как бы вроде бы все так красиво, более-менее украшено, но, к сожалению, к нашему приезду половина заведений уже не работала. И мы не успели насладиться, не получилось, точнее, у нас насладиться вот всем прям топчиком колонии Суизо. Но ничего, очень приятное место, очень красиво тут, по крайней мере, атмосферно. В общем, атмосфера швейцарской деревушки нам понравилась. Даже чек нам понесли, написанный от руки, что очень мило. Так, ну и начнем сразу с дороги. Дорога к Серра-Катедраль полностью асфальтирована, намного лучше, конечно, чем в Серра-Бая. Но минус нас поджидает на парковке. Стоимость парковки 3500 песо, что на момент записания этого видео, сколько это получается долларов? 5 долларов. Машин значительно больше, чем на Серра-Баю, и народа больше. Вот, едем дальше, смотрим, что как. Бесплатная парковка на курорте Серра-Катедраль расположена в 500 метрах от платной.
и отличается она полным отсутствием какого-либо покрытия. То есть вы заезжаете и ставите машину, ну, грубо говоря, на землю. И если погода не очень, а как бы в горах так всегда, в принципе, что, ну, слякоть присутствует, то, естественно, вы будете вот потом по грязи, по этой всей идти. Первое, что бросается в глаза, это большое количество людей. И здесь, конечно, есть все. И аптеки, и аренда, и рестораны. Я не знаю, одежду можно сразу купить. В общем, все, что хотите, можно здесь найти. Кстати, если подумаете брать лыжи или сноуборд и оборудование в аренду тут, на Серра Катедраль, лично мы вам этого делать не советуем, потому что очереди просто огромнейшие. Хотя время уже 11 часов, курорт открывается в 9. Но, блин, час стоять, ждать в очереди, пока там тебе все подготовят, и пока другие люди перемеряют, это очень много, долго. Кафешек и ресторанов тут действительно много, на разный вкус и на разный кошелек. Но обязательно смотрите на цены, потому что есть действительно неоправданные. Мы один раз зашли в такую, ну, с первого взгляда забегаловку, и завтрак обычный нам обошелся в $50, что по меркам Аргентины и вот конкретно сервиса, который нам предоставили, ну, ценник завышен. Прикольно то, что прям рядом с трассами начинается такой околотрассовый фрирайдик. И сегодня навалило прям, ну, нормально снега по местным меркам. И прям очень прикольно. Не особо так много катается вдоль трассовом фрирайде. И поэтому даже возле подъемников снег не особо сильно раскатан. И это вообще супер. Уклон на самом деле тоже довольно-таки неплохой. То есть... Тут на Серра Катедраль есть трассы и для новичков, и также есть трассы для катальщиков продвинутого уровня. Ну и плюс вот, если вы опять же хотите только заняться фрирайдом или хотите улучшать свои навыки фрирайда, то тут в Серра Катедраль это можно делать. Очень прикольное место на самом деле. И еще тут очень живописно. Если погода солнечная, ну или хотя бы чуть-чуть облачно, то сверху видно озеро Науэль-Уапи. И это просто потрясающе. Что не скажешь об очередях, и постоять вам в любом случае придется. Курорт, пожалуй, самый популярный во всей Аргентине, но все это с лихвой компенсируется красотами местной природы. Конечно, очень хотелось бы побольше снега, но и на том, что есть, большое спасибо. Наверху, кстати, снежок хороший, такой мягкий, легкий, не как внизу, он не тяжелый, состояние снега достаточно хорошее. Но единственный минус, что вот на всех курортах вообще в Аргентине, пока где мы были, это в Сан-Мартин-де-Лос-Андес, там курорт Серра Чапелько, потом в Серра Байо, это вот уже тут, и вот в Серра Катедраль, естественно, везде очень ветрено.
Вот такой вышла наша поездка в Сан-Карлос-де-Барилоче. И хотим сказать, что это офигеннейший город. И мы, конечно же, будем рады, если вы поставите нам лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Ребята, see you soon, не прощаемся. И, конечно же, будьте здоровы, всем мир!